Здравствуйте! Время информации на телеканале «Культура». С вами Владислав Лерковский. На исходе дня, понедельника, 4 декабря, мы представляем дневник событий в мире культуры. Вот некоторые его темы. Все впервые. И музыкальный союз Дживана Гаспаряна с Российским национальным оркестром, и программа Кремлевского концерта из сочинений, специально написанных к этому вечеру. Сплав актерской игры и компьютерной анимации в вольной кинобиографии знаменитой английской писательницы Беатрикс Поттер. Рождественская премьера с Рене Зельвегер в главной роли. За ныне живущих перед историей ходатайствует адвокат. В Геликон-опере прошла театрализованная презентация художественной прозы Михаила Борщевского, книги «Мы». Мистификации фестиваля «Декабрьские вечера». Сегодня звучала «Ночь в Галиции» Владимира Мартынова с текстами Велимира Хлебникова и народными русалочьими песнями. Феномен маски в мировой культуре. Эту тему фестиваля искусств «Декабрьские вечера» продолжили на очередном концерте музыкант Алексей Любимов, ансамбль «Опус Пост» и коллектив Дмитрия Покровского. А с ними театр танца «Зеро». Они обеспечивали перекличку между изобразительным искусством и музыкой. Маски-образы, маски-движения, обрядовые маски. Репортаж Елены Обуховой из Музея изобразительных искусств имени Пушкина. Русалки, лешие и лесные ветра. Главные персонажи экспериментального опуса композитора Владимира Мартынова «Ночь в Галиции». Текстовый коллаж из поэмы Велимира Хлебникова «Лесная тоска» и «Ночь в Галиции» он соединил с чародейским архаическим языком. Здесь звучат русалочьи заклички, собранные еще в XIX веке. Иван Сахаров записал абсолютно точно язык русалок, то, что поют русалки. Это вот он взято от русалок. А то, что написал Хлебников, это Хлебников. И его звукопись, это его звукопись. И потом уже та звукопись, которую дает композитор, это все вместе рождает тот необыкновенный ритуал, который и делает это произведение вот таким неповторимым. «Ночь в Галиции» – произведение с открытыми границами, вне академических ярлыков. Это и обряд, и игра, и опера. «Ночь в Галиции» звучала уже во многих странах мира, при этом никогда не исполнялась в уже отыгранном однажды варианте. Здесь заложена реакция на аудиторию, на ситуацию, поэтому от ситуации все меняется. Это не только от помещения, от публики. Мы это делали с разными художниками, мы делали с Франциско Инфантой, мы делали и на Западе с разными людьми. И всегда это, в общем, по-разному. Я участвовал в проекте «Ночь в Галиции», это было несколько лет назад, в то время, когда танцовщики были частью этого проекта. В декабрьский вечер повторить подобное не получилось, сцена не подходит, тесновато. Театр танца «Зеро» устроил отдельный маленький маскарад. Само движение плавное или резкое, мягкое или агрессивное – это тоже маска. Можно заинтриговать, а можно слукавить. В то же время музыкант Алексей Любимов заправлял своим невидимым маскарадом. Клавесинные миниатюры XVIII века он называет маленькими спектаклями. Под музыку Форкре, Куперена и Рамо всплывают бесчисленные образы. Жанровые сцены, пейзажи, античные боги и герои. Появление этой музыки в мире ощущений современного человека музыкант считает символичным. Будто надеваются новые маски поверх старых, барочных. Елена Обухова, Александр Подкоха, служба новостей телеканала «Культура». Лауреаты 11-й премии Станиславского были известны еще в конце